Привет, дорогие друзья, с вами Game Room Игры Новинки. Эту неделю инсайдеры объявили как ни дня без сливов, поэтому логично, что появилось много всякого интересного. Например, про Stalker 2, GTA 6, Horizon Forbidden West, Red Dead Redemption 2 и многое другое. Но прежде чем начать, попрошу вас нажать лайк, а кто тут впервые, можете даже подписаться на канал. Буду очень признателен. А вот теперь давайте детально разбираться в происходящем. Внимание, анекдот. Stalker 2 вышел без переносов. Так не смешно же. Да, в очередной раз появилась пока еще не проверенная информация про перенос Stalker 2. Трудно проверить, как же это, неожиданно для ждалкера. Но как говорит некий инсайдер, увы, как я понимаю, никак не связан с GSC. Разработчики собираются официально объявить о переносе даты релиза примерно в начале весны, чтобы собрать как можно больше предзаказов, но и не слишком близко к текущей дате релиза. Это может быть март или после первого показа геймплея, который должен состояться в течение нескольких месяцев. Если GSC нас не обманывают, конечно же. Представители студии на запросы журналистов разных ресурсов пока никак не отреагировали. Но информацию о том, что якобы релиз игры для PS5 уже есть в планах разработчиков и состоится в 2023 году, ни для кого не секрет. Даже не знаю, почему СМИ начали форсить эту новость. Может, вы помните, я рассказывал ранее, что Microsoft в судебном разбирательстве эпиков с Apple сами подтвердили факт трехмесячной эксклюзивности. Не знаю зачем, но инсайдеры повторили информацию полуторамесячной давности. А теперь включаем простую логику. Если игру перенесут на осень, то получается как раз она пробудет плюс-минус 3 месяца экзомайков, а в начале 2023 года появится на пятой плойке. Да и кто в здравом уме откажется от продаж и деньжат фанатов, которые играют на PS5? Наверное, все-таки лучше, чтобы игра вышла в играбельном состоянии, чем в таком, как ремастер трилогии GTA. Кроме того, комьюнити-менеджер GSC пояснил касательно полноценной PR-кампании за 4 месяца до релиза игры. Он говорит, что она будет в активной или пассивной фазе. И это не магический отчет до релиза, да и вообще это другое. Мне лишь кажется, что такие расплывчатые ответы лишь в очередной раз подтверждают эти два слуха про перенос, которые появились за последний месяц. 28 апреля это лишь дата для потенциальных инвесторов. Маховик слухов о GTA 6 опять наращивает обороты. По словам достоверного инсайдера и датамайнера TES, который специализируется на утечках, связанных с GTA и RDR, передает издание Dexter. В этом году Rockstar анонсирует свою новую игру, и есть повод полагать, что это будет горячо ожидаемым GTA 6. Как написал Anonymous, анонс GTA 6 в этом году – это почти данность. Более того, он считает, что релиза проекта ждать также долго не придется. Поклонники смогут ознакомиться с игрой уже в 2023 году. Цитата. «Поскольку мы уже шагнули в 2022 год, скажу, что анонс новой игры в серии GTA в текущем году – это почти состоявшийся факт. Исходя из предыдущих сроков Rockstar, между анонсами и релизами премьеру игры можно будет ждать приблизительно через год после анонса», написал инсайдер. А именно на этот год издательство Take-Two заложило большой бюджет на рекламные расходы. Наверняка материнская компания Rockstar готовится к грандиозной маркетинговой кампании, а значит рассчитывает получить от проекта весомую прибыль. Главное, чтобы это не оказалось переиздание GTA 5, а то будет очень смешно. В смысле очень не смешно. Отмечу тот факт, что в прошлом инсайдеры TS Fans как сбывались, так и не сбывались. Соответственно, информация в любом случае заслуживает внимания. Плюс в сообществе фанатов игр Rockstar этот информатор считается одним из самых надежных источников. GTA 6 уже давно переплюнул даже Half-Life 3, но надеюсь, что Rockstar хоть научились считать до 6. Журналисты Game Informer, побывавшиеся в гостях у Guerrilla Games и посмотревшие актуальный билд Horizon Forbidden West, продолжают делиться впечатлениями. Но в материале они рассказали, чем Forbidden West будет лучше первой части серии. Синематики и анимации качественнее, причем в целом по игре, а не только в важных сюжетных катсценах. Для этого разработчики перешли на полный захват движений. Прежде макап был частичным. Особое внимание уделили лицевой анимации. Говорится, что по сравнению с первой частью разница хоть заметна, теперь эмоции Элой легче читать по ее глазам и языку тела. Поселения сделали более живыми. NPC, населяющие города и деревни, стали вести себя реалистичнее. Локации сделаны так, чтобы их было интереснее исследовать. Заодно улучшили систему толпы, связанную с ней анимацией и озвучку. К примеру, у городской таверны журналисты видели пьяных NPC, потыкающихся и бормочущих, а внутри группа подвыпивших персонажей пела песню, давая ритм стуком по столу. Все дерево навыков переработали. В распоряжении игроков 6 основных веток, каждая из которых содержит порядка 20-30 обычных навыков и актуальную ульту. Умения бывают активными и
пассивные. Прокачивать можно несколько веток одновременно. Часть навыков можно улучшить после первичной прокачки, сделав их эффекты еще сильнее. Сканирование теперь дает больше информации. Элой научилась обнаруживать точки, на которые можно вскарабкаться. Плюс сканирование раскрывает уязвимые места роботов и их характеристики. Сканер сообщает, можно ли отстрелить и использовать оружие робота, если у него определенный ресурс для прокачки. Можно ли разрушить часть машины. Побочки станут интереснее, а награды ценнее. Интерфейс переработали, сделав более минималистичным. Если провести по сенсорной панели геймпада, появятся дополнительные индикаторы и детали. Элой будет больше времени проводить с напарниками. Это и важные сюжетные персонажи и спутник. Из меню крафта можно создать специальное задание, помогающее добыть определенный ресурс. Его не придется искать по всему миру. Не хватает лишь рыбалки до механик выживания, и можно уже предзаказывать. Techland представили ролик с демонстрацией одного из основных элементов Dying Light 2 Taihuman. Речь идет о древах навыков, на которые разделена прокачка главного героя Пилигрима Эйдена Колдена. Нам показали две ветки развития: бой и паркур. Среди боевых умений разработчики показали идеальное парирование и удар при приземлении, а среди акробатических улучшенный прыжок и бег по стенам. Каждая ветка насчитывает по 24 приема для разблокировки. Очки для получения навыков обеих веток будут начисляться за прохождение квестов и выполнение связанных с каждой категорией действий, участие в сражениях и набивание комбо, боевой опыт, прыжки и трюки, паркур. Но не спешите радоваться, Dying Light 2 потребует максимум усидчивости и терпения от пользователей, привыкших проходить игры на все 100%. По информации разрабов, полное прохождение займет не менее 500 часов. Однако столь высокая цифра коснется только тех, кто решит зачистить игру по самому максимуму с выполнением тех заданий, открытие всех концовок и исследования у каждого уголка мира. Обычные же игроки, по словам авторов, управятся с Dying Light 2 куда быстрее, менее чем за 100 часов. В неспешном темпе прохождение сюжета с сайд-квестами займет примерно 78 часов, что тоже довольно немало. Я понятия не имею, зачем пылесосить карту 500 часов и зачем вообще так растягивать игровой процесс. Имха, среднестатистический игрок, вряд ли будет сидеть в одиночной игре по 1000 часов. Все это мне лишь раз напоминает про Ubisoft. Фанаты Red Dead Redemption 2 крайне недовольны тем фактом, что Red Dead Online застыл в своем развитии и не получает обновлений. В своих постах игроки пытаются воззвать в надежде, что разработчики услышат их мольбы и исправят сложившуюся ситуацию. В течение последних 3 дней фанаты пытаются привлечь внимание к проблеме отсутствия обновлений. Последний контент был выпущен в июле прошлого года. Ситуация становится острой в сравнении с тем, что за последние полгода GTA Online получила целых 2 довольно крупных обновления: Los Santos Tuners и с участием рэпера Dr. Dre The Contract. В этом и кроется основная проблема. Многие считают, что Rockstar больше заботится о добавлении контента в GTA. Помимо прочего, игроков печалит отсутствие у Rockstar связи со своей аудиторией. Пользователи призывают разработчика предоставить хотя бы дорожную карту игры, чтобы понимать, чего ожидать от проекта в будущем. Что тут сказать, лучше от таких ничего не ждать, потому что получим очередной ремастер GTA 5. Писательница Бритни Моррис, ответственная за сюжет Survival адвенчуры Subnautica Below Zero, присоединилась к студии Insomniac для работы над супергеройским экшеном Marvel's Spider-Man 2. Новостью в этом она поделилась у себя в Твиттере. Среди других ее работ также роман Slay и эпизодическая приключенческая игра The Lost Legends of Redwall и комикс Wings of Fury, который является официальным приквелом к Marvel's Spider-Man Miles Morales. Не знаю, стоит ли ставить точку на серии Spider-Man, потому что женщина уже не раз отмечалась поддержкой жестокой повесточки. Другое дело, что Венома теперь, видимо, не можно будет побить, потому что он, ну сами знаете, черный. И на этом выпуск подходит к завершению. Но вот важнейшая новость. Еще все тот же Том Хендерсон сообщил о следующем мероприятии Sony. Очередная крупная презентация игр для PS4 и PS5 может состояться в феврале только что наступившего года. Сам инсайдер пока не уверен в правдивости информации, называет ее слухами, полученными путем соотношения событий, происходящих в масс-медиа и дат предыдущих мероприятий PlayStation. Вероятно, что будет State of Play, но потенциально нас может ждать шоу больших масштабов. И на этой крайне понятной ноте у нас все. Конечно же, предложу вам обсудить новости в комментариях. Давайте подискутируем. Также будем рады видеть вас у нас в Дискорде и группе ВКонтакте. Не забудь подписаться на канал, жмите лайк и колокольчик. До встречи на Game Room Игра новинки. Смотрите и играйте вместе с нами. Put my heart in your hands till it came back round. Didn't think that you'd fallen so deep.
didn't know.